Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья. И сегодняшнее видео я хотела бы посвятить самой популярной хне для окраски бровей. Она называется Brow Henna. Я не могу претендовать на полноценный обзор, так как в моей коллекции всего лишь 6 оттенков, а в линейке оттенков Brow Henna их уже 15. Также я не вижу смысла приобретать все 15 оттенков, так как из тех оттенков, которые у меня уже имеются, я могу замиксовать любой цвет. Но все-таки я немного вкратце освещу линейку оттенков, которые входят в бренд Brow Henna, по той информации, которую я нашла в интернете, и по тем сводчам тоже, которые я нашла в интернете. Надеюсь, данное видео вам будет полезным и интересным. Подробно я расскажу о тех оттенках, которые есть в моей линейке, и почему я купила именно эти оттенки. Также я покажу вам выкрасы, покажу вам сводчи на коже и также сводчи на бумаге. Я хочу рассказать о технологии нанесения данной хны и о том, как миксовать оттенки. И также о том, как не затемнить волосок, если вам это не нужно. И о том, какие самые популярные ходовые оттенки стоит купить мастеру-бровисту. Бренд Brow Henna – это одна из самых первых и одна из самых популярных марок хны для окрашивания бровей и ресниц. Основателем данного бренда являются Ирина Левчук и Наталья Красноперова. В бренде Brow Henna есть несколько линеек продуктов. Первая линейка – это хна для бровей Brow Henna. Вторая линейка – это краска для бровей Oxygen O2. Это их новая разработка. Возможно, я тоже о ней расскажу в другом видео. Отдельно есть линейка для мужчин, хны для бровей и для тонирования бороды. Данная хна для мужчин, она имеет специфику того, что она меньше оставляет след на коже, не дает такого графичного эффекта, как просто хна для бровей от Brow Henna. Данной хной можно тонировать бороду. Также в линейке Brow Henna есть набор для долговременной укладки бровей и ресниц. В линейке продуктов Brow Henna есть косметика для очищения, для ухода, для отращивания ресниц и бровей. В линейку бренда входят и специальные кисточки для окрашивания бровей хной. Непосредственно в линейку для окрашивания бровей Brow Henna входит 15 оттенков, из них 5 оттенков для окрашивания бровей блондинкам, 8 оттенков для окрашивания бровей брюнеткам и также 2 специальных цветокорректора концентрата. Для удобства бровистов есть вот такие вот наборы. У меня есть только набор шатен, также есть набор блондин. Сюда входят самые популярные оттенки для окрашивания бровей. Данный набор идет с меньшей стоимостью, чем если покупать хну просто вот в таких вот отдельных наборах. Также хна идет вот таких вот флакончиках и можно приобрести вот в таких вот саше. Соответственно, цена хны в наборах просто в отдельных флакончиках и в рефилах она отличается. Итак, давайте сначала разберемся, что из себя представляет хна для окрашивания бровей. Хна идет вот в таком вот флакончике, либо она может быть в саше. Основным компонентом хны является экстракт листьев лавсонии. Сюда входит экстракт листьев какао-дерева, шикакай, амла, гибискус, экстракт чайного дерева, экстракт мускатного ореха. Данные компоненты, они являются уходовыми для волосков, а за окрашивание волосков в данном составе отвечает такой компонент, как P-фенилендиамин. В данном составе, вот как указано на упаковке, он идет не более чем 0,2%. То есть данная концентрация этого вещества, она является безопасной для человека. В целом данный компонент, он также входит и в состав многих красителей для окрашивания волос, и также в состав многих красителей для окрашивания непосредственно бровей и ресниц. Данный компонент, он может вызывать аллергические реакции, так что будьте аккуратны при применении хны и любых других красителей, обязательно делайте тест. Этот химический компонент P-фенилендиамин, он используется также в промышленном производстве для окрашивания шкур и меха. Чем больше его в составе, тем ярче он окрашивает кожу
и волоски на бровях. Как понять, есть ли он в составе хны или нет? А когда вы разводите хну в специальном таком стаканчике для окрашивания, вы можете увидеть на поверхности данное вещество, оно выглядит как такие бесцветные маленькие кристаллики, похожи как на кристаллики соли либо сахара на поверхности однородной массы. То есть это как такие вот вкрапления. И именно вот за счет этого вещества происходит окрас волосков на бровях и кожи. Данное вещество, оно не проникает внутрь волоса, оно действует на поверхности волоса, то есть оно как бы сбивает кутикулу волоса, за счет чего волос может становиться визуально более толстым, но при долгом использовании хны для бровей волоски могут немного иссушаться, истончаться, ломаться. То есть применение хны долговременной для бровей могут привести вот к таким неприятным последствиям. Но чтобы этого избежать, после того, как у вас уже сойдет окрашивание с кожи, вы можете увлажнять специальными маслами и сыворотками брови. Для того, чтобы хна полностью покинула волос, необходимо 75 дней, если вы делали окрашивание только один раз. Но на самом деле это не так страшно, потому что волоски на бровях, они меняются каждые 3-4 месяца, не стоит вообще этого пугаться. Не используют при долговременной укладке бровей, то есть для окрашивания после долговременной укладки бровей. Перед процедурой окрашивания хной необходимо правильно подготовить кожу. Первое, это нужно обязательно снять макияж, косметические средства с поверхности кожи и с волосков бровей. В линейке Brow Hen есть специальный шампунь, который можно помыть эти волоски. Потом удалить этот шампунь специальным двухфазным тоником, который также есть от Brow Hen. Конечно, можно не заморачиваться, использовать просто мицеллярную воду. И потом просто смыть эту мицеллярную воду обязательно. Для того, чтобы окрашивание произошло наиболее равномерно, можно использовать крем. Можно его нанести на несколько минут для того, чтобы размягчить верхний слой кожи. А затем мы скрабируем кожу каким-нибудь мягким либо скрабом с такими мелкими частичками, либо специальным пилингом, либо сейчас еще появилась мода на использование таких специальных корейских гелей из скаток. Они тоже очень хорошо и равномерно отшелушивают частички кожи, ороговевшие, тем самым выравнивая поверхность кожи и подготавливая кожу уже непосредственно к окрашиванию. Желательно, чтобы скраб либо пилинг, они были без содержания масел. Далее, после применения пилинга, нужно обязательно обезжирить поверхность кожи и волосков. Это можно сделать либо спиртом, либо, если у вас чувствительная и сухая кожа, то просто хлоргексидином. Также перед окрашиванием хной вы можете сделать коррекцию бровей, то есть убрать ненужные волоски. Еще хочу сказать пару слов о том, на какой коже может держаться либо не держаться хна. Например, жирная и комбинированная кожа, на ней хна держится намного меньше, чем на сухой либо нормальной коже, потому что на жирной коже идет такое сильное выделение себума. Также, если на коже присутствуют такие широкие поры, хна вообще может не лечь, либо лечь какими-то пятнами. И также хна может попасть в поры, и окрасить содержимое этих пор, если поры большие. То есть хна, она может максимально подчеркнуть вот такие вот большие поры, что также не очень эстетично. И в среднем хна на жирной коже держится 3-4 дня. Именно на коже, а на волосках она, конечно же, держится намного дольше. Следующий вариант — это когда кожа жирная, но она обезвоженная, то есть она с шелушениями. На нее также может не лечь хна. Перед тем, как применять хну на такой шелушащейся коже, нужно обязательно нанести питательную маску, либо можно воспользоваться специальными такими питательными патчами, гидрогелевыми патчами. Также
перед окрашиванием, где-то за один день, вы можете сделать какую-то питательную маску. На зону бровей вы можете наложить какой-то крем и закрыть его на 15 минут, либо на полчаса просто пленкой. За счет этого вы также можете напитать кожу и улучшить эффект от окрашивания хной. На нормальной коже хна держится хорошо, она может держаться до 7 дней. На сухой коже с мелкими порами она может держаться даже до 14 дней. Также есть факторы, которые уменьшают носку хны. Об этом у меня есть специальное видео, я оставлю ссылочку вверху. Обязательно посмотрите это видео, там я подробно рассказываю, что не стоит делать после окрашивания бровей хной. По технологии Brow-Hen хна разводится специальными минеральными составами, которые также идут от этой марки. Соблюдение данной технологии немного улучшает носку хны на коже. Но вы, если вы не хотите тратиться на эти минеральные растворы, вы можете использовать обычную водопроводную воду, но желательно, чтобы эта вода была после фильтра, либо вы также можете использовать обычную минеральную воду, либо воду из кулера. Хна разводится водой комнатной температуры, но если вы хотите более насыщенный отпечаток на коже, вы можете разбавлять хну, разводить ее с горячей либо теплой водой. Также перед нанесением эту хну нужно немножечко подержать, чтобы она как бы заварилась в стаканчике. Ее можно накрыть просто ватным диском. То есть раствор хны, он должен стать такой однородной консистенции. По технологии он разводится до консистенции соевого соуса, но если вы хотите получить более насыщенный оттенок, вы можете разводить данную хну до консистенции жидкой сметаны 15%. Либо если вы хотите закрасить какие-то пробелы, да, которые у вас есть на волосках, чтобы убрать вот эти пробелы визуально, чтобы они не были видны, вы можете также использовать данный метод. Основную часть бровей окрасить составом в консистенции соевого соуса, а часть, где вам нужно именно усилить эффект, окрасить консистенцией жидкой сметаны. То есть отдельно развести и такую консистенцию. Но в основном применяется консистенция соевого соуса. Также, если вы хотите высветлить начало брови, вы эту консистенцию можете еще дополнительно разбавить водой и сделать переход начала брови в тело брови более полупрозрачным, сделать такой эффект омбре. Для усиления, для насыщения цвета вы можете данную хну наносить в несколько слоев. Также есть еще другие способы по нанесению хны на брови. И они также варьируются и по консистенции, и по выдержке, то есть есть еще несколько других способов нанесения. Об этом, я думаю, нужно делать просто отдельное видео. Я не буду здесь в этом останавливаться подробно. Также у меня есть специальное видео, как окрасить брови хной в домашних условиях. Я также оставлю ссылку. Окрашивание хной лучше всего производить специальной плоской синтетической кисточкой. И очень важный момент, чтобы кончик данной кисточки, он был заостренным и как бы прямым и заостренным. То есть, чтобы ворс кисточки он сходился в такую как бы пирамидку, и вот этот вот срез, да, волосков, он был четкий, ровный, то есть, чтобы вы могли делать максимально четкие, чтобы вы могли максимально четко наносить хну туда, куда нужно. То есть кисточка должна быть обязательно синтетической и плоской. Также есть методы нанесения веерной кистью именно в стадии тамповки. Это уже отдельная история. Также есть специальная кисточка для подчищения границ. Она выглядит такая, как язычок. И она также должна быть твердая и плоская, для того, чтобы более четко, да, сделать вот эти вот границы. Но все-таки я рекомендую выкладывать уже изначально хну вот таким вот четким слоем, четко по границам. Для этого вам поможет либо разметка, либо если у вас хороший глазомер. Также для того, чтобы четко сделать границы нанесения хны, я вам, конечно, советую делать коррекцию
непосредственно перед нанесением хны, а не после. Хну нужно выкладывать послойно, тонкими слоями. Обязательно каждый слой нужно просушивать и просушивать уже конечный финальный результат. Обязательно только после этого снимать хну, потому что если вы не досушите, во-первых, у вас могут быть пробелы, во-вторых, хна на коже может уходить в какую-то зеленцу, то есть давать какой-то неправильный оттенок на коже. Окрашивание хной нужно начинать с тех участков, где у вас минимальное количество волосков. А если у вас очень густые брови, то можно наносить хну более жидкой, такой полупрозрачной консистенции, потому что в зоне, где больше волосков, все-таки хна максимально окрашивает кожу, а в зоне, где меньшее количество волосков, хна там плохо держится и быстрее всего снимается. Итак, чтобы получить эффект омбре на бровях, нужно, первое, это начинать окрашивание не с основания брови, а либо с тела, либо с кончика брови. На кончик брови рекомендуется наносить большее количество слоев, либо более плотную консистенцию, то есть вот как я вам уже ранее говорила про консистенцию соевого соуса, либо консистенцию 15% сметаны. На основании при этом лучше всего использовать более жидкую консистенцию, либо размывать основание брови. Итак, чтобы правильно оформить основание брови, нужно окрашивать основание брови в последнюю очередь. То есть, когда вы уже нанесли основные слои на две брови, а только после этого вы закрашиваете основание брови. Также можно снять состав с основания брови раньше, чем с остальной части брови. Также вы можете воспользоваться для того, чтобы размыть основание брови, либо пока хна не стабилизировалась на коже, вы можете использовать либо ремувер, либо мицеллярную воду. Будьте аккуратны, чтобы не наделать прям четких границ. Далее я уже хочу перейти непосредственно к линейке оттенков Brow Henna. И также более подробно я расскажу о тех оттенках, которые есть непосредственно у меня и почему я их купила. Первый оттенок, который идет в линейке, это номер 101 Шатен, он называется нейтрально-коричневый. Данный оттенок есть у меня. Это очень популярный оттенок. Данный оттенок, он максимально универсальный. Данный оттенок можно использовать как на блондинках, так на рыжих, так и на шатенках. Все зависит от времени выдержки, от консистенции состава, то есть и от того, какой эффект вы хотите получить. Данный оттенок дает тепло-коричневый отпечаток на коже. Я бы сказала, что там есть такая небольшая краснинка в этом отпечатке. И также хочу отметить, что данный оттенок, он при максимальной концентрации, он не сильно затемняет волос, он затемняет где-то на 5-6 уровне максимально. Также, если его нанести легким слоем, его также можно использовать для блондинок. В зависимости от концентрации данный оттенок может в легкой степени либо ярко окрашивать кожу. Данный оттенок подойдет для теплых блондинок, для русых девушек. Данный оттенок можно использовать для светлого либо среднего шатена с теплым оттенком волос. Данный оттенок можно использовать для рыжих девушек. Также данный оттенок хорошо работает и в миксе с другими оттенками. Второй оттенок, который у меня также есть в наличии, это шатен номер 102, называется холодный кофе. Также это очень популярный оттенок. Он хорош как и соло на бровях, также он хороший в миксах. Он дает такой холодный серо-коричневый отпечаток на коже. Я бы даже сказала, что у него есть небольшой такой фиолетовый оттенок, то есть он прям дает холодный оттенок. И также хочу сказать, что при определенной степени нанесения либо выдержки он может сильно утемнять волос. Это примерно 3-4 уровень. Я бы не рекомендовала использовать данный оттенок для блондинок, потому что он способен сильно затемнять волосок. Данный оттенок хорошо добавлять в микс для ухолоднения тона, для придания
более графичного оттенка, если вы будете использовать с оттенками из серии Blonde, о которых я позже расскажу. То есть это такой популярный, тоже универсальный оттенок. Данный оттенок, он подойдет, я думаю, для темного русого оттенка. Данный оттенок подойдет для холодных шатенок и также для брюнеток. И также он может делать графику на коже. Следующий популярный оттенок — это шатен номер 103. Он называется насыщенный серо-коричневый. Предыдущие два оттенка и этот оттенок, они входят в набор шатен. То есть это самые популярные оттенки. Что хочу сказать по поводу шатена номер 103. Данный оттенок, он сильно затемняет волосок. Где-то на втором-третьем уровне. Ну, практически он дает черный цвет на волосках. Данный оттенок дает сильную графику на коже, если вы используете данный оттенок соло. Я бы сказала, что данный оттенок я использую не часто. Если мы говорим вот о шатен 102, у него есть такой серо-коричневый, даже с фиолетовым, ну такой холодный подтон. А у данного оттенка он темный, но все-таки там есть какая-то такая землистость, какая-то желто-коричневый темный оттенок. Он темный, но если его использовать в чистом виде, то я бы его рекомендовала использовать для брюнеток с теплым, либо с сильным загаром, то есть для ярких брюнеток, но у которых смуглый цвет кожи, либо теплый оттенок кожи. Вот я бы его рекомендовала. Также он хорошо подойдет для тех, у кого карие глаза. Этот оттенок в чистом виде я использую не часто. В основном данный оттенок хорошо использовать для утемнения либо углубления тона. Данный оттенок хорошо также использовать и для придания графичности блондинкам, если вводить его в микс в оттенки для блондинок. Если вы хотите ухолоднить данный оттенок, сделать практически черный оттенок на коже и на бровях, вы можете добавить в этот оттенок графитового концентрата. Графитовый концентрат, он идет уже с таким холодным фиолетовым подтоном. То есть вы при помощи графитового концентрата вы можете дополнительно и утемнить, и ухолоднить этот оттенок, если вам это нужно. Но, повторюсь, вот на наших широтах я вообще очень редко использую этот оттенок, и мало кто хочет именно такие темные брови. Хочу отметить, что это один из самых темных оттенков линейки. Далее еще будет один темный оттенок, он называется «Темная земля». Следующий оттенок — это шатен номер 104. У меня данного оттенка нет. Данный оттенок называется «Горький шоколад». Данный оттенок, он идет на таком же световом уровне, как и оттенок 101. Он идет где-то на 5-6 уровне глубины тона, если вам так легче понимать. Но данный оттенок, он идет, уже дает такой насыщенный коричневый оттенок с такой прям желтинкой, и он хорошо подходит для девушек, для шатенок с карими глазами и для девушек со смуглой кожей. То есть данный оттенок подходит для девушек с насыщенным коричневым оттенком волос и для девушек с карими глазами. То есть он хорошо подчеркивает эту внешность. Данный оттенок можно применять и для блондинок, если вы хотите сделать графичные брови. А для блондинок это такой горчичный такой оттенок волос должен быть. Горчичный, теплый. Может быть, даже этот оттенок может быть уходить и в такую рыжинку тоже. Но для блондинок тоже с карими глазами. Шатен номер 105, он называется «Морозный каштан». Данный оттенок очень похож на оттенок шатен 102. То есть это такой холодный серо-коричневый оттенок. Ну, то есть он немножечко отличается, но в целом он похож на оттенок 102. Данный оттенок подходит для темных девушек, для девушек с каштаново-медным таким отливом волос. Также данный оттенок хорош для перекрытия татуажа.
Следующий оттенок — это оттенок Шатен номер 106, это пыльный коричневый. Данный оттенок, он также идет на 5-6 уровне. Он не сильно затемняет волосок и не сильно дает графичный отпечаток на коже. Он дает такой пыльный серо-коричневый оттенок, холодный оттенок. Данный оттенок, он хорошо подходит для русых девушек, для светлого шатена. Данный оттенок подходит для светлых либо темно-русых оттенков волос. То есть этот оттенок хорошо идет для русого типажа. Следующий оттенок — это оттенок Шатен номер 107. Он называется «Темная земля». Это самый темный оттенок в линейке, самый холодный. Этот оттенок идет как темно-коричневый, но на коже либо на волосках он дает практически черный такой оттенок. На коже он идет такой как пыльно, серо-черно-коричневый такой, но больше он идет в холодный оттенок, в отличие от Шатена номер 103, то есть тот оттенок, он все-таки немного дает такую теплиночку, такую. У него есть такой желтоватый потон, но несмотря на то, что он темный. А этот оттенок, он идет уже такой полностью холодный. Данный оттенок подойдет для холодных брюнеток, и также вот в описании есть, что он подходит для ярких блондинок. Данный оттенок подходит для ярких типажей, для холодного типажа. Также данным оттенком можно окрашивать брови пепельным блондинкам, либо тем, у кого пепельный, либо даже седой волос. Данный оттенок идет для холодных и ярких типажей. Последний оттенок в линейке Шатен — это Шатен номер 108. Он называется древесно-винный. Данный оттенок, он очень схож с оттенком номер Шатен 101, но в данном оттенке есть больше такой краснинки. То есть он дает более красноватый подтон, чем Шатен 101. Данный оттенок, он также не сильно затемняет волос, также вот на уровне 5-6 уровень. И он хорош для девушек с волосами с таким красноватым отливом, с оттенком бордо. Также данный оттенок хорош для девушек, у кого красный оттенок волос, то есть для окрашенных волос. Красный, бордо, бургундий. Вот такие вот оттенки подходят вот для данного цвета в линейке Шатен. Далее мы переходим к оттенкам серии Блонд. Блонд номер 201 — это жемчужный оттенок. Данный оттенок практически не дает отпечатка на коже. Волоски он окрашивает светло-коричневый теплый оттенок. Данный оттенок, он хорош только для очень светлых, теплых блондинок, для девушек с очень светлой кожей. В принципе, данный оттенок, он не очень популярен, но его хорошо использовать в миксах с оттенками Шатен, если вы хотите сделать брови более графичными. Для графичности можно добавлять оттенок 102, 103. И также можете добавить графитовый концентрат в концентрации не более 5%. Для того, чтобы получить более насыщенный, углубить тон, можно так сказать. Следующий оттенок в линейке — это Блонд 202. Он называется светло-русый. Данный оттенок есть у меня в наличии. Этот оттенок я выбирала, потому что он дает бежево-желтый отпечаток на коже, для того, чтобы утеплять тон других оттенков, то есть оттенков Шатен, то есть добавлять туда желтинки в этот оттенок, и также он дает желтый, легкий желтый отпечаток на коже. Но вообще он заявлен как зеленовато-желтый. Также я купила этот оттенок для того, чтобы разбелять оттенки Шатен, то есть при применении, если брать за основу, да, в миксе вот этот оттенок, можно использовать миксы для блондинок. При этом он не дает сильное затемнение волоса, он также разбеляет графичные оттенки Шатена, то есть я вот данный оттенок покупала сознательно для того, чтобы использовать его в миксах, чтобы добавлять такую желтинку в миксы.
Так как оттенок с красноватым подтоном у нас все-таки есть, это Шатен 101. И для того, чтобы более разнообразить миксы, которые я могу получить, я взяла блонд 202. В зависимости от того, что вы будете добавлять в микс, вы можете получить практически всю линейку блондин, то есть вы можете добавлять сюда оттенок Шатен 101, то есть вы получите более теплый такой красноватый оттенок, который подойдет для светло-рыжих девушек, для рыжих. Также вы можете, для того, чтобы ухолоднить этот оттенок, вы можете добавить оттенок 102, то есть вы уже получите такой холодный русый оттенок, который хорошо именно для холодных блондинок, для светлых блондинок. Если вы хотите сделать графичные брови для блондинки, вы можете добавить сюда капельку оттенка 103. То есть вот эти вот оттенки дополнительные я советую добавлять не более от 10 до 30%, в зависимости от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить. Также в данный оттенок можно добавить просто графитовый концентрат, и вы получите холодный такой русый оттенок. То есть вот этот оттенок блонд 202 я его выбрала как оттенок такой хамелеон для того, чтобы разнообразить миксы и для высветления темных оттенков. В принципе, вы можете выбрать любой другой оттенок, какой вам нравится из линейки блонд. Также хочу сказать, что сам по себе данный оттенок не сильно затемняет волосок, и почему-то вот в документации указано, что он должен давать холодный оттенок, а у меня он дает теплый оттенок. Я также делала выкройсы, он дает от желтого до рыжего оттенка на волосках. То есть также еще хочу заметить, что оттенки Brow Hen также могут варьироваться от партии к партии, но вот у меня это получается теплый оттенок. Следующий оттенок это блонд 203, ореховый либо светло-каштановый. Данный оттенок он идет как светло-коричневый оттенок, такой же оттенок он дает на волосках, и он дает легкий отпечаток на коже, светло-коричневый с рыжим подтоном. На коже он дает легкий коричневый-красный оттенок. Он подходит для теплых блондинок, для блондинок с медовым горчичным оттенком волос. Данный оттенок подойдет для шатенок с легкой рыжинкой в волосах. Также данный оттенок может подойти и для рыжих, но нужно для графики добавить в микс либо 101 шатен, либо графитовый концентрат. Блонд номер 204. Золотистый блонд. Он дает теплый светло-коричневый оттенок на волосках с таким золотистым отливом. Такой же медово-горчичный оттенок, медово-коричнево-горчичный оттенок он дает и на коже. То есть он дает легкий отпечаток на коже. И также он не сильно затемняет волоски. Примерно на 7-8 уровне глубины тона. Данный оттенок подходит для натуральных блондинок, для девушек с теплым оттенком волос, для девушек с горчичным оттенком волос. Для графики в этот оттенок необходимо добавлять либо графитовый концентрат, либо другие оттенки из линейки Шатен. Блонд номер 205, он называется холодный русый. Это холодный русый оттенок. Он дает холодно-зеленоватый пепельный оттенок на волосках и на коже. Он уже больше дает графики, чем остальные другие оттенки в линейке блонд. Данный оттенок это очень популярный оттенок. Он хорошо подходит для холодных блондинок, если они хотят график, для русых, для всех типов русых оттенков, то есть его можно использовать соло, без добавления всяких миксов. Для утемнения тона можно добавлять также оттенок Шатен 103, также можно добавлять графитовый концентрат. Также данный оттенок подходит для обладателей пепельного цвета волос. Так, следующий оттенок это оттенок графитовый концентрат, он идет под номером 110. Это холодный темный оттенок с фиолетовым подтоном. Данный оттенок используется в основном для ухолоднения, либо для утемнения тона основного микса, либо основного тона. Данный оттенок не предназначен для окрашивания бровей. Данным оттенком все-таки можно окрашивать брови пепельным таким блондинкам, либо людям с седым цветом волос, но развести в очень жидкой концентрации и нанести там, может быть,
от 3 до 5 минут на брови. То есть данный оттенок развести не в консистенцию соевого соуса, а прям такую прям водичку, серую такую водичку, светло-серую. И тогда им можно тонировать. Тогда данным оттенком можно тонировать волоски либо очень холодным светлым блондинкам, либо девушкам с холодным пепельным оттенком волос, у которых нет никакой теплинки в волосах. То есть если рассматривать темный русый оттенок, то тоже он не подходит. Тогда можно использовать как исключение вот для такого типа внешности, но тоже прям с осторожностью, потому что данный оттенок может максимально затемнять волосок вплоть до черного и давать такой прям холодный черный оттенок. Данный оттенок и максимально затемняет кожу. То есть он практически вот такой черный оттенок. Следующий оттенок — это янтарный концентрат. Он идет под номером 210. Данный оттенок, он используется для утепления тона. Он не дает углубления тона, он только утепляет оттенки. Также еще хочу отметить, что вот эти вот бустеры, да, графитовый концентрат и янтарный концентрат не следует вводить в микс более чем 10%. 5-10%, не более того. То есть янтарный концентрат, он используется для утепления тона, для добавления рыжины в тон. В чистом виде он выглядит как теплый желтовато-оранжевый оттенок. Если его посмотреть, как он выглядит на прядях, либо посмотреть, какой оттенок он дает на коже. Далее я хочу рассказать о популярных миксах с Brow Henna. Я буду использовать для этих миксов оттенки, которые у меня есть в наличии, и буду рассказывать непосредственно о тех миксах, которые можно сделать с этими оттенками. Так как я уже говорила, что у меня только один оттенок для блондинок, это номер 202. Я его выбрала, потому что он дает такой желтоватый подтон на волосках и на коже, что дополняет оттенки из линейки Шатен. То есть там у меня есть тепло-красноватый оттенок, холодный коричневый оттенок и утемнитель тона, и утемняющий такой максимальный оттенок. То есть при миксах с данными оттенками также можно использовать графитовый концентрат, и также можно использовать янтарный концентрат для этих миксов. То есть можно максимально разнообразить количество получаемых оттенков и миксов, просто вот используя вот один вот этот оттенок 202. Я его покупала как оттенок с желтоватым подтоном, прям целенаправленно. Данный оттенок, он не дает сильное затемнение волоска, и также он дает очень легкий след на коже. Если мы хотим получить из этого оттенка более теплый, но графичный оттенок, то есть добавить туда краснинки, мы берем оттенок 101 Шатен в соотношении 80/20. В соответствии с чем мы получаем оттенок для рыжих девушек. А также, если мы хотим еще немного углубить тон, мы можем взять чуть-чуть графитового концентрата, либо Шатена номер 103. А также данный микс может подойти для теплых блондинок и даже для светлых шатенок, в зависимости от того, какой оттенок волос имеет. Следующий микс — это микс оттенка 202 и оттенка 102. При данном миксе мы получаем оттенок для холодных блондинок, то есть мы усиливаем графичность этого оттенка и передвигаем его в такую холодную гамму. То есть мы получаем коричнево-пепельный оттенок. Мы берем концентрацию 80/20. Данный микс, он хорош для холодных блондинок, для русого подтона. Данный микс, он является не графичным миксом, он не дает сильной графики на коже, также он не сильно затемняет волосок, а просто он уводит вот этот 202 оттенок в такой холодно-коричневый подтон. Если вы все-таки хотите более графичный оттенок получить для блондинок, но холодный оттенок, я вам советую добавить вместо
102 оттенка, 103 оттенок в такой же концентрации. В зависимости от того, насколько графичный вы хотите получить оттенок, вы можете добавлять от 10 до 30%, не более, в оттенке для блондинов. Следующий микс оттенка 202 с графитовым концентратом. Здесь мы получаем холодный пепельно-русый оттенок. В соотношении мы берем 90 к 10. В данном миксе мы получаем холодный пепельно-русый оттенок на волосках и такой же холодный пепельно-русый оттенок на коже, без графи. Данный оттенок подойдет для холодного блонда, для холодного русого оттенка, для пепельных оттенков волос. И также данный микс подойдет и для людей с седым цветом волос, либо с холодным таким пепельным оттенком волос. Следующие миксы, о которых я буду рассказывать, они будут более графичными миксами. Некоторые из них подходят для блондинок, для тех, кто хочет более графичные брови, либо у кого такая контрастная, яркая внешность. Первые миксы — это микс оттенка 101 и оттенка 102 в соотношении 70 на 30. В данном миксе мы получаем достаточно графичный оттенок на коже, нейтральный коричневый оттенок, может быть даже, который уходит немножечко в холодный оттенок. Уровень глубины тона оттенка на бровях, он будет где-то 5-6 уровень. То есть при данном миксе нету сильного затемнения волоска. Данный микс хорошо подходит для темно-русых девушек, для русых, для светлого и среднего шатена. То есть данный микс не дает такого сильного затемнения волоса, как при чистом использовании оттенка 102. Следующий микс — это микс оттенка 101 и оттенка 103. Соотношении 80 на 20. Здесь мы получаем более графичный красновато-коричневый оттенок, то есть мы получаем углубление тона для оттенка 101. Данный оттенок будет более графичным, чем оттенок 101 в чистом виде. Данный оттенок подходит для шатена и для яркого блонда. Контраст. Следующий микс — это микс оттенка 102 и 103 в соотношении 40 на 60, то есть оттенок 103 превалирует в данном миксе. Это такой переходный оттенок между оттенком 102, то есть мы его немного разбеляем и немножечко добавляем туда холоднинки. Этот оттенок, данный оттенок уже будет на 3-4 уровне глубины тона и затемнение волосков на коже, он также будет выглядеть графично. Данный оттенок подойдет для холодных шатенок и для холодных брюнеток. Я хочу отметить, что уровень глубины тона и насыщенности оттенков как на коже, так и на волосках при использовании в окрашивании бровей хной он не является фиксированным, то есть он может от какого-то предела до какого-то предела, то есть у него может быть интервал. Все зависит от того, какой концентрации берете вы раствор, сколько вы наносите слоев, сколько времени вы их выдерживаете. Также зависит от того, насколько какой тип волосков на бровях, насколько они густо растут. То есть чем гуще растут волоски, да, и чем они толще, то есть оттенок будет более насыщенным. Также еще зависит от того, какой концентрации раствора вы используете, либо соевый соус, либо концентрацию 15% сметаны. Также, если вы используете горячую воду, то есть оттенок также будет насыщеннее, чем если будете использовать холодную воду. Также, в соответствии от того, какая вода, оттеночки немного могут отличаться, но прям самую малость. Поэтому выкрасы, которые я показываю, они сделаны на среднее время выдержки. Также они сделаны на осветленных белых прядях. Так что при выборе оттенка учитывайте природный цвет волосков, на который ляжет данный оттенок. Потому что хна, она ни в коем случае не осветляет и не изменяет природный пигмент волоса. Она лишь дополняет его своим оттенком. То есть она может только утемнить, либо придать немного другую температуру волоскам. Итак, какие бы я цвета посоветовала взять из линейки Brow Henna для бровистов?
Я бы посоветовала один оттенок из линейки Blonde. Это может быть 202, либо любой другой оттенок, который вы сочтете нужным купить. Также я советую шатен номер 101, нейтрально-коричневый, и шатен номер 102, это холодный кофе. Вот эти вот два оттенка универсальных я советую приобрести. К этим оттенкам я советую купить графитовый концентрат. Я думаю, что это более универсальный цвет, чем оттенок серо-коричневый номер 103, так как серо-коричневым я пользуюсь вообще крайне редко, потому что, в принципе, в нашей полосе очень мало таких цветотипов, под которые подходит этот оттенок, и мало кто любит прям вот настолько вырви глаз такие графичные брови. Также вы, конечно, можете купить оттенок янтарный концентрат, но, в принципе, это не обязательный оттенок. Я советую купить обязательно один оттенок из линейки Blonde, потому что им очень удобно разбелять оттенки, то есть вы при применении этих оттенков вы не утемните сильно волос. Итак, подведем итоги. Плюсы, которые я вижу в хне Brow Hen, это то, что линейка данного производителя имеет широкую палитру оттенков. Данные оттенки красивые, они красиво ложатся на кожу, дает красивый цвет волоска. Хочу отметить удобную упаковку, вот именно вот этих флакончиков. Лично мне она очень удобная. При помощи этих флакончиков очень удобно дозировать там. Также я бы отметила то, что данный состав работает без аммиака. Я бы сказала, что вообще хна, она более выгодная в работе, чем краска, потому что к краске еще идет оксид, а для хны, в принципе, достаточно либо водопроводной воды, либо, если вы хотите, вы можете покупать минеральный раствор. Но это, конечно, уже получается дороже. И я бы сказала, что в целом себестоимость работы на хне, она ниже, чем на работе с краской. Хотя, если честно, я очень часто вижу такое, что на хну закладывают какой-то больший ценник, чем, например, на окрашивание краской. То, что хна стоит дороже, на самом деле это миф. Из минусов я бы хотела отметить, что хна, она более сложная в работе, к ней нужно приноровиться, ее нужно почувствовать, нужно понять, как она работает. Также нужно уметь владеть кистью, растушевывать без пятен. На данный состав хны может быть аллергия, так же, как и на составы других красителей. Из минусов я бы отметила то, что она работает в кутикуле волоса, и то, что за счет этого она может пересушивать волоски, и они могут становиться сухими и ломкими. То есть вам нужно обязательно использовать масла, если вы окрашиваете брови хной. Хочу отметить, что хна, она подходит не для всех типов кожи. При неправильном применении она может перетемнить волоски, либо делать сильный отпечаток на коже. Кстати, хочу еще такой сказать вам лайфхак, чтобы избавиться от сильного оттенка на коже, можно просто на ночь нанести жирный крем на область бровей, а на утро ваши брови станут намного бледнее, чем они были, если вы вдруг перетемнили, либо вам перетемнили их в салоне. Также минусом Brow Hen я бы отметила высокую стоимость одного флакончика с хной. В принципе, это самая дорогая хна, которая есть на российском рынке. И из минусов при работе хной я бы отметила то, что ее нельзя использовать после долговременной укладки бровей, и также вот именно данную хну нельзя использовать для окрашивания ресниц. Итак, на данном моменте я бы хотела закончить свое видео. Если оно было интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!